Приветствую вас на канале Мотострак, канал про моторы грузовиков. И сегодня у нас вот такой вот Mercedes белоснежный Actros 1846 Евро 5 с двигателем ОМ 501. И подозрение у нас у клиента, то есть подозрение на распредвал. Они снимали поддон, видели снизу дефекты распредвала. То есть нам надо сейчас посмотреть, убедиться в этом, и если что, снимаем двигатель для замены распредвала. Сейчас мы снимем. Так, подняли мы кабину. Так вот здесь все выглядит. Мотор помыли. Здесь стоит у нас вот такой вот своеобразный сапунчик, выведенный наружу. Сеточка. Вот так вот здесь все намудрено. Сейчас мы снимем впускной коллектор и снимем ПЛД-секцию. Повреждения видны, все правильно. Будем смотреть распредвал, прокручивать и просматривать, какие повреждения имеет распредвал. Ну, вот провернули двигатель. Вот такие повреждения на распредвалу имеются. Вот. Необходимо снимать двигатель и менять распредвал. Сняли с автомобиля и подали его к нам. Теперь приступаем к его разборке. Подробно показывать не буду, несколько видео уже есть на канале, поэтому буду останавливаться только на моментах самых интересных. Сейчас сниму паука, откручу выпуск, откручу головки, сниму. Снимаем клапаны и крышечки. Теперь вопрос к знатокам. От чего у нас проблемы с распредвалом? Кто-то мне подсказывает, что с гильзопоршневой тут тоже не очень будет хорошо. Потому как это возможно из от сапунения, либо от качества масла, либо от чистоты его замены. Ну, вскроем, сейчас увидим, сейчас снимем головки. Двигатель ни разу не разбирался. Видно по болтам, что они закрашенные и ни разу даже не откручивались. Также даже не лазили в морковки. То есть топливо не дергали. Пробег, не знаю, где упоминал или нет, там 1 миллион с небольшим. Более точно я укажу в описании. Там 1 миллион с копеечкой было. Вот, масло в таком состоянии, качество оставляет желать лучшего. Вот, сейчас мы снимем головку блока цилиндров и увидим состояние гильзопоршневой группы. По гильзам у нас видно очень большая выработка. То ли кольцо сломано будет, то ли они залившие верхние кольца. Видно по вот верхнему кольцу будет вот здесь, вот здесь. Вот здесь вот так вот. То есть гильзы уже с кольцами какая-то проблема имеется, видим по характерному такому борту. Вот так, вот
там вот бурт, где второе кольцо. С верхним кольцом возможны какие-то проблемы, то есть, скорее всего, он дико сапунил. Также пробитие и вот здесь, по прокладке, плоскость. Будем чистить, смотреть, что с этим делать. Теперь мы достанем еще толкатели. Сейчас все проверим толкатели. По головкам. По головкам у нас просажены клапана. Не сильно, но небольшая просадка есть. Будем разбирать, смотреть. Вот этот впускной. Так, чтобы было видно. И вот этот чуть-чуть. Ну и нагара очень много. Нагар говорит тоже о том, что здесь были проблемы с гильза, с кольцами. И по прокладке вот так вот это все выглядит. Разбираем дальше. Разбираем дальше, достаем толкатели и ПЛД секции. Ой, толкатели старого образца, ровные, без бурта. Помпа на месте. Толкатели все целые, шпонки на месте. Получается, у нас только одна ПЛД секция раскрошилась. Так, сейчас мы снимем турбинку, снимем крыльчатку с искомуфтой и поставим его горизонтально. Так, вот в такого вот состояния мы разобрали двигатель. Открутили все, что нам мешает. Теперь мы его ставим на кожух маховика. Поворачиваем. Ставим на дыбы, так сказать, на кожух маховика. И откручиваем поддон. И все, что нам мешает для снятия поддона. Что же, так его поставили. Двигатель. Скрутил я проводку, генератор, крепление, которое мешает нам снять поддон, крепление кондиционера, генератора и так далее. Все, откручиваем поддон, снимаем его. Приклеили его на герметик, хорошо. Открутим вкладыши, посмотрим, открутим бугеля, достанем поршневую, перевернем, открутим кожух маховика и уже извлекем оттуда распредвал. Сальник коленвал у нас потекал, так что тоже демпфер снимем и заменим. Также кидал здесь. Скорее сальник с поддона. Ладно, это мы все разберем. Извлечем оттуда распредвал. Открутили заборник с масляным насосом. Открутили вкладыши. Будем доставать вот эти центральные. Вот так вот они выглядят. Будем доставать центральные сейчас поршня. Здесь мы достали кольца. Вот эти кольца мы достали. Теперь достаем. Извлекаем оттуда поршня.
Колечки все целые. Кольца целые. Сломанных нет, но пробивало. Не видно сейчас на свету. Ну, друзья, мы разобрали данный двигатель. Полностью достали коленвал, распредвал. Полностью все разобрали. Достали гильзы. Теперь нам предстоит все это промерить, помыть, почистить, подготовить к сборке. Промерим блок постели коленвала, выступ гильз. Промерим также коленвал. Монтируем, почистим, проверим головки блока цилиндров. И все будем чистить, подготавливать к сборке. Разборка на этом закончена. Ждем запчасти. Далее будем ждать еще запчасти и собирать. Блок мы подготовили, почистили, помыли, установили резиночки. Гильзы мы промерили выступ, гильзы подготовили. Так, гильзы мы установили в блок. Переворачиваем, теперь устанавливаем распредвал и коленвал. Так, мы смазали втулки распредвала, перевернули блок, соответственно, смазали сам распредвал гламурный. Теперь он стал. Установили шестерню коленвала, выставили ГРМ, поставили прокладочку, установили сальник в кожух маховика, устанавливаем кожух маховика на место. Так, у нас блок подготовленный. Готовили мы поршня, установили колечки, вкладыши, шатуны. Будем устанавливать поршня на свои места. Так, друзья, гильзы у нас установлены. Установлены гильзы на своих местах.
установили стартер. Установили мы также, затянули шатунные болты. Затянули также болты шатуна. Установили масляные форсуночки на свои места. Затянули, установили также масляный насос. Установили переднюю крышечку с сальником. Корпус масляного фильтра. Помпу. Все у нас теперь вот так вот выглядит. Устанавливаем поддон. И будем ставить его на ноги. Ну, поставим сейчас поддон, демпфер, генератор, крепление кондиционера и так далее. И затем поставим его на ноги. Так, друзья, мы поддон поставили. Поставили также крепление кондиционера, генератор, демпфер с вискомуфтою. Установили блок управления двигателем, проводку. В таком состоянии теперь у нас собран двигатель. Установили новые фильтра масляно-топливные. Установлен затянутый стартер. Теперь мы ставим его на поддон и устанавливаем головки блока цилиндров. Поставили двигатель. Устанавливаем новые толкатели. Толкатели у нас оригинал. Мерседес оригинал. Будем мыть еще, подготавливать. Вот так вот у нас выглядит наши коромысла и штанги. Будем это все отмывать и собирать. Головки у нас затянуты. Устанавливаем штанги, коромысла.
Так, двигатель у нас установленный. Его уже заводили, это уже не первый запуск. День у нас уже поработал. Все везде проверил. Будем отдавать владельцу. Заведу, покажу, как работает.